Всем привет, дорогие друзья! У меня было очень много просьб для того, чтобы я рассказала, как я рассчитываю свою стоимость изделия. Вашему вниманию я решила наглядно показать, как это все происходит у меня. Для этого я составила вот такие макетики для себя. Первая таблица, в которой я сделала, это я написала наименование всех морилок, которыми я крашу, да, также белый лак, да, которым я окрашиваю, добавила сюда софору, и здесь выставила цены, сколько стоит какая морилка. Первое, что мы с вами рассмотрим, как необходимо нам рассчитать, сколько же стоит будет наше то или иное изделие. Для этого нам первое необходимо это общее количество трубочек. Сколько нам трубочек всего понадобилось на наше изделие. Я хочу вам показать основную базу, как это считать. Итак, мы взяли с вами количество общее трубочек 300 штук. Это 300, это у меня сколько трубочек ушло. Почему у меня цена за нее стоит 15 копеек? Да? Стоимость бумаги у меня 1 килограмм бумаги стоит 110 рублей. В 1 килограмме у меня выходит 746 трубочек, полосок. Соответственно, я цену делю на количество, да, и узнаю. И у меня одна полоска бумаги стоит 0,15 копеек. Соответственно, мне при умножении количества нашего 300 умножаю на 0,15, у меня получается 300 полосок стоит 44 рубля 24 копейки. Переходим к накрутке трубочек, то есть накрутка трубочек, да, сколько по времени мы крутим трубочки. Смотрите, в час я кручу 200 трубочек. Соответственно, мне для накрутки 300 трубочек, да, 300, мне надо 1,5 часа. Одна накрученная трубочка на бумагу, из моей бумаги выходит у меня 1 рубль. Окрашивание трубочек, то есть покраска трубочек, да, мы с вами красим также 300 трубочек, да, и у меня цена выходит 11 копеек. Из чего это выходит, да? То есть это морилка. Я там красила, допустим, дубом 53 рубля, да? Одна банка равно 53 рубля. Из одной банки я окрашу 500 трубочек. Из одной бутылки НБХ я окрашу 500 трубочек. 500 делим на 53, и у нас получается сумма. Следующий наш пункт идет расход пропитки. Расход пропитки это и обработка лаком, это, ну, чем вы обрабатываете свои трубочки. Возвращаемся к нашей табличке, да. Смотрите, у меня здесь я делаю вторую табличку, здесь я расставляю. У меня вот банка лака стоит 699 рублей, ну, которую я покупаю. Вы можете ставить любую сумму, за которую вы приобретаете. То есть здесь я цифры меняю всегда, ценники, поскольку за какую сумму я купила ту или иную пропитку. Пропитка я пользуюсь Дюфой. В Леруа Мерлен она у меня стоит 630 рублей. С одной пропитки Дюфы с банки я могу обработать примерно 3000 трубочек. С одной банки лака я могу обработать примерно
Вот я обрабатывала пропиткой. То есть я сумму пропитки разделила на количество трубочек, сколько я из этой банки, да, и у меня получилась сумма пропитки, цена расхода пропитки на одну трубочку. У меня получилось 21 копейка. Соответственно, при обработке 300 трубочек цена у меня вот вышла. Следующее. Обработка лаком. То есть, если расход лака, это вот сколько лака уйдет, если обработать, да, лаком. Или же здесь у меня стоит, сколько у меня ушло лака на грунтовку и уже конечный результат своего изделия, да. То есть, та же схема. Банку делим на количество, примерно сколько мы из банки обработаем, да, изделий своих, сколько мы затрагиваем туда. Я обычно ложками считаю. И тоже получается у меня сумма. Следующая наша позиция — это амортизация инструментов. Девочки, здесь на самом деле вы можете эту сумму не ставить. Амортизация инструментов — это наши ножнички, да. Я просто взяла, на самом деле, думаю, что 5 рублей это совершенно нормальная цена. Можете поставить 15, 20, кому сколько заблагорассудится. Следующая позиция, которую я сюда включаю, это расход электроэнергии. У меня стоит тариф 3,32. Тариф 3,32 я взяла, это сложила тариф утро и сложила тариф ночь. И получила, опять же, себе сумму, сколько я потратила электроэнергии на все это. Дальше у нас пойдут разделы. Необходимо ли вам была ткань для чехла? Здесь у меня стоит сумма за метр. Сюда я пишу расход, сколько я сантиметров использовала на данное изделие. Также вылезет сумма. Следующее. Сам пошив чехла. То есть сам пошив чехла внутренности. Я считаю, что это нормально трудоемкая работа. И что-то я шью вручную, что-то я строчу на машинке. Выходят также нитки, время, работа. 200 рублей я поставила за чехол. Я думаю, что это достаточно нормальная цена. Сколько мы потратили на наши изделия? Вот это вот цена 250. Это сумма на сегодняшний момент, когда я смотрела, сколько у нас сейчас стоит в Ленинградской области трудочас. Работала над корзиночкой я 5 часов. Соответственно, 5 умножаю на 250, и у меня получается, сколько по времени я заработала за эту корзинку. И пошли у нас доп. Расходы. Использовалась ли у меня фанера? В этом изделии нет. Сюда я ставлю сумму самой фанерной заготовки. Я заказываю зачастую у мастера, поэтому, соответственно, я ставлю цену, которую я заплатила за ту или иную заготовку. Это доп. Расходы. Сюда я включаю, я вот так и ставлю, доп. Расходы 1, доп. Расходы 2, доп. Расходы 3. Это в первые доп. Расходы у меня входят болты, ленты. Я ставлю сумму 15 рублей. Следующие доп. Расходы это ручки и петли. Я в основном ставлю тоже среднюю цену. Сколько я потратила на ту или иную ручку. Сумму я поставила 50. А здесь я ставлю количество. Сколько, ну, так же, как и в этой строке, да, вот у меня она идет прям количество. Сколько ручек или петель я использовала. И последняя моя доп. Расходы это замки. Я для этих замочков поставила сумму 150 рублей. То есть за использование одного замочка, допустим, на сумку у меня этот замочек стоит 150 рублей.
Здесь я еще не включила, но очень хочу и советую вам сделать доп. Расход, допустим, 4. Это кожа. Использовали ли вы кожу? Кожу я обычно покупаю кусками, да, и куски у меня, я прихожу и беру там на 1500 рублей. Но я перед тем, как вычислить сумму, да, вот нашу сумму, которая должна быть за кусок, да, я советую, как это рассчитать. Измерить куски и при работе с ней измерять кожу потраченную. Когда вы измерите все свои кусочки, да, измеренную кожу, вы сумму делите на измеренную кожу. И у вас получается цена за 1 сантиметр. Или в миллиметрах, если вы это сделаете. И потом, когда вы уже берете вашу кожу, то есть вы вот эту вот сумму узнаете, ее включите вот сюда. И когда вы здесь будете ставить там 15 сантиметров, да, у вас автоматически будет выходить ваша сумма. Смотрите, дальше я этот столбик все сложила, да, все это формулой прописала и получила свою сумму за корзинку. Цена для заказчика у меня будет 1750. Вот таким вот образом я выставляю свои цены. Девочки, если кому что-то было непонятно, я могу вам предложить выслать этот файл, стоимость 100 рублей. Если кому-то необходимо, пишите мне, я обязательно вам помогу, добавлю все, какие вам нужны позиции, которые вы не найдете, не нашли в моих таблицах, да, все это вам систематизирую за символическую плату. Это все, что я хотела вам рассказать. Все. Также хочу напомнить, что у нас есть группа в Телеграме, созданная Татьяной Хуторянки, непосредственно где общаются у нас все плетельщики, оттуда и получилась вот эта заявка на вот эту нашу таблицу. Поэтому все, что я смогла объяснить, я объяснила. Всего доброго.